Пособие гражданам 2023. Хартс 5. Всем привет! Вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам расскажу про новое соцпособие, которое выйдет с 2023 года. С 1 января 2023 года будет введено гражданское пособие, которое заменит ранее действующее пособие по безработице ЦВАЙ Хартс 4. После нескольких недель беспорядков между правительством светофора и оппозицией со стороны договорились о компромиссе, чтобы с 2023 года можно было ввести доходы граждан. С блокадой Бундесрата ЦДУ-ЦСУ ранее добился того, чтобы правительство улучшило свой первоначальный план доходов граждан. Бундестаг и Бундесрат официально дали зеленый свет 25 ноября 2022 года, что изменится в доходах граждан с 2023 года. Одно можно сказать наверняка: базовый доход не является новаторской социальной реформой, особенно после того, как коалиция светофора уступила оппозиции ЦДУ-ЦСУ, хотя федеральный министр труда рекламировал эту реформу Хартс 4 как одну из крупнейших социальных форм за последние 20 лет. Более пристальный взгляд показывает, что Хартс 4 станет Хартс 5 только с 2023 года. Основными спорными моментами в предыдущей базовой безопасности остаются слишком низкая стандартная ставка и санкции ниже прожиточного минимума. Обе темы, которые уже регулярно вызывали взрывы во времена Хартс 4. Только по этим двум причинам можно говорить о переименовании в Хартс 5 только как в большой социальной политике, хотя есть и несколько небольших улучшений, которые мы обсудим более подробно. Стандартная ставка базового дохода повышается до 502 евро. Текущее стандартное пособие Хартс 4 для одного взрослого увеличивается с нынешних 449 евро до 502 евро для дохода гражданина с 1 января 2023 года. Хотя увеличение на 53 евро или 11,8% кажется относительно высоким, но только относительно. Общественные объединения годами жаловались на размер стандартной ставки и установили, что в Хартс 5 она должна составлять 725 евро в месяц. Таким образом, прирост в конце года все еще значительно ниже. Кроме того, с точки зрения того, что за электроэнергию по-прежнему необходимо платить из стандартной ставки дохода граждан, и зарплаты на нее в некоторых случаях увеличивается более чем вдвое с 2023 года. Это увеличение на 53 евро кажется смехотворно низким. 6 месяцев доверия, санкции остаются. Санкции действуют с 1 июля 2022 года. Первоначально для Хартс 5 также планировался 6-месячный период доверия, которым также хотели призвать к личной ответственности нуждающихся в помощи. Именно этот период доверия был снова удален в компромиссе между светофорами, правительством и ЦДУ-ЦСУ из-за блокады в Бундесрате. В том, что статья 84 книги Кодекса «Переходное положение» была снова удалена. Это означает, что санкции вновь будут применяться с первого дня наступающего года. Доходы граждан ниже возможного прожиточного минимума. По сравнению с Хартс 4, санкции для доходов новых граждан с 2023 года немножко снижены, но не отменены окончательно, как того требует общественное объединение. Например, введение полных санкций исключено, поскольку расходы на жилье и отопление не подлежат сокращению пособий. В случае неявки гражданское пособие предусматривает санкции в размере 10% от стандартной ставки в соответствии с параграфом 32 СГБ ЦВАЙ. Новым является то, что сокращение пособия будет производиться на 1 месяц. С Хартс 4 до 2022 года оставалось 3 месяца. Другие нарушения служебных обязанностей наказывается в первый раз 10% сокращением пособия на 1 месяц. Проверка стоимости жилья и сбережений. Уже в качестве помощи корона Хартс 4 ввел, что неадекватность затрат на жилье, ни активов, если они не являются значительными, не проверяются. С этой целью было временно введено упрощенное приложение для основных преимуществ безопасности. Активы в соответствии с Хартс 4 являются значительными, если они не превышают 60 тысяч евро для первого члена благотворительного общества и 30 тысяч евро для каждого дополнительного члена. Хотелось бы продолжить эту концепцию с деньгами граждан, однако в этом случае проверка на пригодность не должна ограничиваться только полугодием. Соответствием Хартс 5 с 1 января 2023 года от этого должны были отказаться на 12 месяцев изначально. До компромисса в первом законопроекте планировалось 2 года. Сокращения также были сделаны в компромиссе, когда дело дошло до количества активов, которые нужно было сохранить. Общая сумма имущества главы семьи не может превышать 40 тысяч евро, а каждого дополнительного члена
члена сообщества по выплате гражданства 15 тысяч евро. Приоритет медации отменен. Харц 4 означает посредничество в трудоустройстве и выход из статистики любой ценой. В большинстве этих медиаций в долгосрочной перспективе нет успеха, поэтому пострадавшие через какое-то время снова получат пособие Харц 4. Это должно измениться в случае доходов граждан, и мы хотим опираться на личную квалификацию тех, кто нуждается в пособиях, и их способности, чтобы стремиться к долгосрочной занятости при условии уплаты фондов и фонд социального обеспечения. 150 евро на обучение. Для тех, кто нуждается в помощи, но не имеет профессиональной квалификации, введение пособия на дополнительное обучение в размере 150 евро в месяц призвано создать стимул наверстать упущенное в профессиональной квалификации и таким образом претендовать на рынок труда. Ну и на этом все. Пишите обязательно свои мнения в комментарии, что думаете по этому поводу. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому ролику. Всем хорошего настроения и всем пока.